Приветствую вас, мои дорогие зрители. Итак, после долгого перерыва мы побываем в одном очень интересном латвийском городке, где очарование старины и спокойная провинциальная атмосфера создают особую неповторимую прелесть этому месту. Здесь создается впечатление, что город будто застыл во времени, сохранив следы своей многовековой истории, а началось все в 1248 году. И это город Aispute, один из старейших городов Латвии. Газинпут. Именно так именовался город в те далекие времена. Итак, начнем. И для начала заглянем в замок Газинпут, основанный в 13 веке Ливонским орденом, который сегодня представляет собой живописные руины на холме над рекой Тебра. До 13 века здесь было Куршское городище, но по приходу крестоносцев на месте городища крестоносцы в 1248-49 годах начинают строительство замка. В хрониках замок упоминается как минимум 3 раза, а в некоторых документах, в частности в 1355 году, Орденский замок называли также Фрунденбург. Газинпут был хозяйственным замком Голденгенского контурства Ливонского ордена и являлся одним из пунктов военного обеспечения по дороге из Ливонии в Пруссию. В 1525 году, когда Тевтонский орден в Пруссии был секуляризирован, то есть отделен от церковного влияния, Ливонский орден потерял связь с ним. В результате снизилось и значение Ливонско-прусской военной дороги. И многие замки вдоль этого пути больше не имели военного значения и были заброшены. И в одном документе 1555 года упомянуто, что Газинпут, как и некоторые другие орденские замки в Курляндии, больше не укреплен, не населен и стал складом зерна. В результате распада государств Ливонского ордена в ходе Ливонской войны последний магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер, понимая неизбежность поражения, пошел на сделку с королем Польши и великим князем Литовским. Кетлер получил титул герцога Курляндии и Семигалии и признал себя вассалом короля Польши. С образованием Курляндского герцогства Айспутский орденский замок вместе с полуимением уже в 1562 году отдается в лену, то есть когда за военную или административную службу феодал давал вассалу земельное владение. И в итоге замок и прилегающие земли свою родовую собственность получили богатые помещики Нольде. Как ни странно, но серьезные войны до поры до времени обходили город стороной. Первый и единственный раз замок был осажден только во время шведско-польской войны. В 1659 году близ города шведы внезапным нападением разбили возглавляемое литовским гетманом Комаровским объединенное войско литовцев, поляков и курляндских дворян. Вечером того же дня защитника замка сдали шведам, которые затем разграбили и разорили замок. А уже через 6 лет замок был снова приведен в порядок, и в нем поселился гарнизон герцога Якоба с отрядом пушкарей. И именно при герцоге Якобе начался золотой век Курляндского герцогства. И, соответственно, основной рассвет города и приходился на этот период правления Якоба, то есть на 16-17 века. Aispute тогда был важным центром торговли в составе Ганзейского союза, где даже имелся свой порт. Но начиная с 17 века, после смерти Якоба, начался постепенный упадок герцогства. А тут еще и Северная война, которая окончательно и разорила герцогство. И уже за влияние над Курляндией, помимо Польши, обострилась борьба между Российской империей и Пруссией. Но после победы в Северной войне влияние России в регионе стало решающим, и в итоге Курляндия оказалась в сфере российских интересов, не допуская усиления польского или прусского влияния. В ходе третьего раздела Польши в 1795 году Речь Посполитая как государство перестало существовать. И в итоге последний герцог Петр Бирен, не без помощи Екатерины Великой, подписал акт об отречении от престола, и 28 марта 1795 года был подписан манифест о присоединении Курляндии к Российской империи. Так, на территории бывшего герцогства была образована Курляндская губерния Российской империи, а Aispute осталась в качестве города Газинпут этой самой губернии. Надо сказать, что включение в состав России дало импульс развитию торговли. Курляндское дворянство, сирич-немецкое, прочно вошло в элиту Российской империи, занимая высокие посты на государственной и военной службе. Но это уже совсем другая история. Так,
Ну а теперь перейдем к небольшому рассказу о другом замке, на месте которого сейчас возвышается Айспутская лютеранская церковь святого Иоанна. В 1253 году Ливонский орден и епископ Курляндии разделили между собой курзамские земли, где граница прошла по реке Тебра. И в итоге орден получил левый берег реки, а домский капитул Курляндского епископства – правый, где в конце XIII века и был построен замок, куда епископ и переехал. Церковь, которую мы сейчас видим, неоднократно перестраивалась, и нынешний вид свой обрела к 1733 году. Ну а сам замок был разобран еще в XVII веке, а церковь – это все, что осталось от замка. Церковь святого Иоанна – одна из старейших церквей в Курзаме. А сейчас плавно перейдем к рассказу об еще одном интересном месте этого города. Когда в XVIII веке семья Нольды, владевшая Орденским замком, построила себе новую усадьбу, в замке разместили прислугу, а на другом берегу реки недалеко от новой усадьбы были построены водяная мельница и винокуренный завод. Итак, мы на территории Айспутской водяной мельницы. Современное каменное здание водяной мельницы было построено в 17 веке. На мельнице, которая, к слову сказать, проработала аж до середины 60-х годов 20 века, мололи муку, манную и прочие крупы. А в конце 90-х неким предпринимателем мельница была перестроена под небольшую электростанцию. Используется ли сейчас мельница в качестве электростанции, даже и не знаю. Но самое интересное, как оказалось, лично для меня, так это находящаяся здесь местная пивоварня Айспутес Алус. По-своему интересна и история создания нынешнего пивного завода. Основатель, он же директор компании, просто воплотил в жизнь свою мечту детства, которая формировалась около 40 лет. Решение разместить пивоварню именно в Айспуте было сознательным шагом, чтобы продолжить исторические традиции пивоварения в этом городе. Да и размещена она на месте бывшего пивного завода Нейман и Вейдер, работающего здесь до Первой мировой войны. Но вернемся к нашему Орденскому замку. Последним владельцем замка вплоть до земельной реформы являлась семья древнего балтийского баронского рода Гроткус, которые вплоть до начала 20 века и поддерживали замок в надлежащем состоянии. Ну а далее земельная реформа 20-х годов, и замок перешел в государственную собственность. После чего его использовали и как сельхозобщество, и под нужды школы, и как богадельню, музей, склад спирта и водки. А во время Первой мировой войны немецкие войска устроили в замке лагерь для пленных. Надо сказать, что замок был заселен до конца 70-х годов, но в 1977 году обрушился большой участок стены южного корпуса. И, естественно, после этого жильцы замок покинули, и твердыня ливонского периода окончательно была заброшена. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.